Привет! Вы на канале Яхты на колесах, меня зовут Антон, а мы в Германии на самой большой выставке караванинга «Караван-салон Дюссельдорф» 2022, соответственно. И сегодня у нас обзор обновленного Hummer MLT 570 в комплектации кроссовер. MLT 570 вообще в целом такой бестселлер для российского рынка. Почему его у нас очень любят? Потому что это, пожалуй, такая самая проходимая машина. Это полный привод. И вот сейчас как раз одно из обновлений, он стал постоянным. То есть это постоянный неподключаемый полный привод. Комплектация кроссовер, как я уже рассказывал не раз, это как раз таки вот этот полный привод. Это резина, которая есть. Это наклейки вот эти, которые мы можем здесь видеть. В общем, это набор опций. Набор внедорожных опций. Если вы заказываете эту комплектацию, то вот у вас будут вот эти огни сверху на крыше, наклеечки, ну, в общем, все, что делает машину такой более агрессивной и внедорожной. То, как машина ведет себя в внедорожных условиях, на оффроуд, мы уже снимали, у нас есть ролик на канале, так что, если вам интересно посмотреть это в реальных условиях, переходите туда. Сегодня мы посмотрим, что здесь обновилось, поменялось, ну и еще раз взглянем на эту прекрасную машину. Сразу сходу на стенде, что здесь интересного? Написано, что установлен новый какой-то Smart TV. Ну, на самом деле, телевизор, просто большой телевизор, собственно говоря, со Smart TV, стоит спутниковая тарелка у нас на крыше, стоит, да, в общем-то, в остальном в этом телевизоре чего-то особенного нет, просто он уже вот идет в комплектации, которую мы здесь видим. Следующий важный момент из того, что новое, установлен новый двигатель. Как написано у нас здесь 190 лошадиных сил, ну и он 1,9, ну, по сути, 2 литра. Что еще важный момент, по сути, для нас во всем этом, это вес машины. Вес машины 4 с лишним тонны, но, в принципе, зачастую, особенно когда это не кроссовер, комплектация на этой машине, вот так получается, что она как-то в Россию приезжает вот 3,5 тонны и Б-категория. То есть, выключив определенные опции, это становится возможным. Поэтому машина может быть в Б-категории. В остальном что? Длина 6 метров 89 сантиметров, ширина 2 метра 22 сантиметра, высота 3 метра 5 сантиметров. Идем внутрь. По самому Мерседесу внутри я каких-то особых изменений, обновлений в этом году не вижу, но, наверное, это не то, что проблема или вина Hummer или Mercedes. Дело в том, что у любых технологий есть какой-то вот потолок развития, прорыв. Вот появились все эти мультимедиа, CarPlay и так далее, а потом какое-то количество лет, как и в тех же айфонах, там почти нечего менять. Технологии еще не дошли до того, чтобы было какое-то радикальное изменение. Да в целом вот тут и так все основное. Вот честно, я когда еду на такой машине, не могу сказать, что вот прям чего-то мне сильно не хватает. Ну, может быть, тут где-нибудь беспроводную зарядку было бы хорошо добавить. Ну, наверное, было бы хорошо, чтобы уже CarPlay работал по Bluetooth, а не обязательно по проводу. Но это такие как бы мелочи. В целом максимально все современное и технологичное. Что касательно помощников. У нас здесь есть адаптивный круиз-контроль. То есть мы выставили скорость, если машина впереди тормозит, машина тоже притормаживает. Мы это тоже тестировали, у нас есть в ролике то, как это все в реальных условиях работает. Есть система информирования о потере полосы и система контроля полосы. То есть это не то, что машина прям как на автопилоте едет, но если вы полосу теряете, она пищит, и в этот момент вас так подхватывает и обратно не дает, если вдруг вы там за рулем чего-то закимарили, вот пропустили тот момент, когда нужно бы уже лечь поспать, вот она вас словит, не дав удариться в отбойник. Этот момент есть. И действительно эта штука работает. Ну, правда, она работает в основном, если есть разметка. Как-то так. По CarPlay, по всей этой мультимедиа, классная мультимедийная система. Есть навигация от Mercedes, есть там все эти CarPlay, радио и так далее. То есть, соответственно, подрубаем, мы хотим Яндекс.Навигатор, хотим тут Telegram сообщение выводится, все это у нас выводится на экран при желании. Естественно, поскольку это Hummer, это Mercedes, у нас стоят колонки и спереди, и в жилом пространстве. Когда мы едем в машине, у нас все, что выходит на магнитолу звук, идет по весь автодом. Раз, два. Столовая группа.
У нас есть вот такой угловой диванчик. Стол, естественно, можно придвинуть сюда впритык, если вам не нужно. Если нужно, сдвинуть сюда. И даже здесь поместится человек. Плюс разворачивается водительское и пассажирское кресло. Сейчас, что нам важно знать про столовую группу? В данном случае у нас здесь нету кровати, но опционально можно заказать, и стол тогда опускается, здесь кладется дополнительная подушка, кресло водительское разворачивается, и получается вот такое спальное место. Не сказать, что полноценное, но, по-моему, 1,60 м где-то там длина его. Соответственно, либо для невысоких людей, либо поджав ножки, либо для детей в первую очередь. Это вот такое плюс один место, которое может быть здесь опционально организовано. Что по остальным спальным местам? Есть основная спальня, в ней 2 места, и теоретически может поместиться 3 человека, потому что у нас есть вставные подушки посередине, и когда она двуспальная, она у нас очень большая. Но мы к ней еще вернемся. Еще один нюанс – отделка. Как заявлено здесь на стендах, это новая кожа, новая отделка. Я, честно говоря, не вижу особой разницы между тем, что видел, но, возможно, у меня это не очень свежо в памяти. В целом, очень похоже на то, что уже была темная кожа в Hummer. Но вот я вроде как вот эти новые вставочки. Ну, в общем, обновление по дизайну есть, вот эта широкая строчка. Мне вообще нравится, как в Hummer делают вот эту темную кожу, потому что она вроде не такая унылая, какая-то совсем черная, но и не такая маркая, как белая, и выглядит достаточно как-то дорого-богато. Вот редко так удается, но вот им как-то удается в дизайне это сделать так, что ты заходишь и глаз радуется. Но это такая штука вкусовая, можем обсудить в комментариях, но, на мой взгляд, это и практично, и симпатично. А вот, собственно говоря, заявленный телевизор со Smart TV. Вот таким образом это выезжает из-за шкафчика вперед и, собственно говоря, дальше никуда никаким образом не поворачивается. На мой взгляд, конкретно этот кронштейн максимально странное решение, потому что, ну, было бы неплохо, например, лечь в спальне и телевизор вот так в проход развернуть. Откуда здесь смотреть? Только с водительского места и с пассажирского. Даже вот здесь, сидя в столовой, как вот это делать, непонятно. Поэтому, ну, мне кажется, что если заказывать такую машину, наверное, можно сэкономить денег и отказаться от подобной опции включенный, и уже самостоятельно установить нужный телевизор и кронштейн. Мне кажется, это выйдет чуть и дешевле, и можно сделать под себя. Но если вас устраивает это решение, вот этот заводской телевизор, он такой тонкий, зато все аккуратно как бы прячется, стильно, четко решено, то как бы вот, пожалуйста, Hummer это предоставляет. Кухня. По моему ощущению, возможно, опять-таки заблуждаюсь, но мне кажется, что вот этот блок выглядел чуть иначе. По-моему, это были разделенные части, а сейчас это вот... Сейчас вот так сделаем. Раз, два. Сейчас это вот единый такой модуль, плита и мойка. Но, возможно, уже в последнем, который был год назад, так тоже было. Но в целом когда-то так не было. Поэтому, возможно, тут у меня когнитивное искажение какое-то. Опять-таки, можете меня поправить в комментариях. Я думаю, вам это нравится. Модуль этот дометик, плита газовая с электроподжигом, 3 огня. Ну и, соответственно, моечка вот такая небольшая. Рабочей поверхности какой-то особо нету. Она организуется у нас только за счет вот этих вот стекол, которые мы опускаем, поднимаем. Но в целом нормально, часто в этих домах так встречается. Но кроме того, что у нас есть вот дополнительно такая рабочая поверхность. 5 килограмм максимальная нагрузка. Поднимаем вверх и вот что-то сюда выставили, подали. Ну, тут тоже как бы, не знаю, зависит все от формата отдыха. У нас принято, вот, чтобы была максимальная такая вот автономность и так далее. Да, это, наверное, такая немножко российская тема, но вот в Европе в целом эти машины, они рассчитаны на то, что у вас есть вот, ну, вот яичницу кофе сварить в турке, там, яичницу пожарить, и вот как бы все. Никто особо сильно не готовит, потому что есть кемпинги, есть кафе, рестораны, люди когда отдыхают. Вот я тут недавно с немцами разговаривал в кемпинге, они говорят, вот мы в целом ходим, когда куда-то приезжаем, попробовать различную кухню, классно же, в этом вот весь плюс. То есть сильно люди не заостряют внимание на готовку. Но, наверное, для как раз-таки такой машины для бездорожья, максимально внедорожной, все-таки это понадобится. Но, на самом деле, мне кажется, какой-то рабочей поверхности для минимальной готовки здесь хватит. В конце концов, вы же едете, если вы едете в лес, наверное, и шашлычки какие-то пожарить, костер зажечь, можно уличный гриль поставить. Что еще нового? Новые фасады, ну, точнее, вот дизайн этого фасада, вот конкретно материал, я такого раньше не встречал. Вот сейчас он представлен вот этот такой черный в какую-то елочку. Визуально выглядит классно. Ну, чего-то особенного такого здесь
нового нет. Ниже ящики, все по классике, верхний там для посуды, второй аналогичный ему пустой, ну, в смысле для вилок, ложек лоток есть. 15 килограмм максимальная нагрузка на каждый ящик, все они с доводчиком, все они, естественно, с замком-фиксатором, для того, чтобы у вас они в дороге не открывались. В нижнем, опять-таки по классике, есть небольшое мусорное ведро, которое фиксируется на стенку. Далее у нас холодильник компрессорный, объем 190 литров. Что такое компрессорный холодильник? Много раз рассказывал, еще раз повторюсь. Холодильник работает только от электричества, 12 и 220 вольт, не работает от газа, но при этом работает эффективнее, быстрее охлаждается, лучше держит температуру. В общем, это такой холодильник, как стоит у вас дома, только вот в автодоме и компактный. Санузел. Что здесь нового? Вот сразу сходу, с порога новая дверка. Дверка гармошкой. Кто-то ее любит, кто-то нет. Но, тем не менее, какие у нее есть плюсы и минусы. Плюс, она не съедает лишнее пространство. Вот раньше в прошлой версии этой модели дверь открывалась вот так в проход. Есть эти версии, есть деревянная дверь, есть гармошка. Вот теперь можно как-то выбирать, что вам ближе по душе. Сам санузел у нас по принципу такого трансформера. Мы берем, нажимаем фиксатор, и у нас открывается как бы душевая кабина. Если же мы это все к стенке обратно закрываем, у нас получается туалет, раковина. Что еще интересно, вот, по-моему, тоже раньше этого не было, над туалетом сделали, над унитазом, вот такой столик, дополнительная поверхность в ванной комнате. И вот тоже новая система у туалета Тедфорд. Теперь сама задвижка закрывается поворотом вот этой шайбы, на которой и спуск. По крайней мере, раньше все время в этом туалете Тедфорд они были разделены, ну, последние годы. Может быть, когда-то уже было так, опять-таки, пишите в комментариях, я, по крайней мере, не встречал. Основная спальня. Здесь у нас тоже обновленный дизайн самих фасадов. Кровать, то, что я и говорил, есть две раздельные полноценные взрослые кровати, но в целом посередине можно убрать подушку, если вам не нужно. Но по умолчанию здесь лежит подушка, и есть еще одна вот такая. Ее мы можем вложить вот в это место. Там в шкафчике лежит дощечка, и у нас получается вот такая огромная кровать, трехспальная, двуспальная, на которой, собственно говоря, может в теории разместиться и 3 человека. Вопрос, насколько вам это будет комфортно. Все. Здесь у нас просто места для хранения, здесь гардероб, можем получить в него доступ таким образом, можем поднять кровать, и тоже будет удобнее что-то повесить и достать. С противоположной стороны просто шкафчик. Просто шкафчик для хранения вещей. По еще каким-то интересным моментам, все, светильнички с сенсорным включением, подключением и отключением, розетка 220 вольт, 12 вольт, которую мы называем обычно прикуривателем, и 2 USB порта. В изголовье тоже шкафчики. В целом здесь все. Ну вот сеточка такая интересная на шкафчиках снизу сделана, можно что-то туда положить. Ну и конечно, да, самое главное, это шторка. Шторка у нас закрывает спальню от всего пространства остального жилого. И это единственное, что закрывает спальню от жилого пространства. Но на самом деле, учитывая, что машина в целом, как бы по-честному, двухместная, вам вроде как и не надо от остального пространства особо закрываться. По правому борту подключение к сети 220 вольт и заливная горловина чистой воды. Бак чистой водой здесь у нас 120 литров, бак серой воды 100 литров. И вот здесь, собственно говоря, у нас сливная горловина. Дальше идет багажник. Не могу сказать, что здесь прям какой-то большой объем. Ну, нормальный. В целом, можно даже, наверное, какой-то небольшой скутер поперек поставить. Есть крючочки для фиксации. Но, что самое главное, на самом деле, здесь достаточно большой вес, нагрузка, которая сюда возможна, аж 450 килограмм. Потому что, как правило, бывает 250, 300, а здесь 400 килограмм. Это серьезный такой вес для багажника. То есть с этим весом у вас заявленным все будет нормально, не будет там разбалансировки какой-то машины, каких-то вот проблем. Что здесь еще интересного? Есть уличный душ, помыть велосипед, самокат, собачку. Пожалуйста, всегда вот достали уличный душ. Есть две розетки 220 вольт. Опять-таки, сейчас они практически всегда появляются в новых машинах. Потому что что? Потому что у нас у всех появились электросамокаты, гироскутеры и прочие гаджеты. И их удобно, чтобы у вас не украли, чтобы они не намокли под дождем, заряжать внутри багажника. Есть полочки и, собственно говоря, сквозная дверь с противоположной стороны все то же самое. Чего-то особенного еще в багажнике не вижу. Но, как вы могли заметить, здесь стоит что-то странное. А что-то странное — это как раз-таки подушка. И с помощью вот этой подушки, о которой я сказал ранее, у нас и получается дополнительное спальное место в столовой группе.
Вот так эта опциональная подушка, собственно говоря, и выглядит. Что еще из приятного? Из приятного здесь на полу у нас металл. Когда бывает какое-то пластиковое а-ля ламинат покрытие, оно часто быстро царапается, ну и для багажника это не очень практично. Вот здесь очень практичное решение для такой внедорожной машины сделали металл. В целом в Hummer, по-моему, достаточно часто встречается металл в багажнике. Сзади у нас, естественно, есть камера заднего вида, чтобы вам было комфортно парковаться и разворачиваться. И есть вот такая лесенка, можем подняться на крышу. А что у нас на крыше и зачем нам туда подниматься? Во-первых, мы там можем закреплять какие-то дополнительные грузы, можем поставить какой-то багажник, там же у нас стоит спутниковая тарелка, к которым нам может понадобиться доступ, и там же есть еще две солнечные панели по 95 ватт, что немаловажно, они уже здесь установлены. Кстати, еще не сказал, есть инвертор на 1800 ватт, он уже установлен в этой комплектации. Ну и также вот запасное колесо закреплено на задней стенке. По левому борту, что там расположено, вам придется поверить мне на слово, потому что туда невозможно особо получить доступ, но буду рассказывать из того, что подсказывает мой опыт и табличка на входе. Здесь у нас выпускное отверстие печи Трума, 6-киловаттная Трума дизель. Далее кассета биотуалета, но там все достаточно стандартно. Далее газовый отсек, 2 баллона по 22 литра, судя по двери, это действительно так, осталось как и раньше. На самом деле удивительно, что целых 22 литра объем баллонов, при том, что у нас Трума дизель стоит, и холодильник компрессорный, но тем не менее вот вам на плиту аж 2 баллона. И еще вот такие две дверки. Здесь у нас, по идее, какое-то место для хранения вещей. Если вдруг вы дословно, достоверно знаете, что за этой дверью, можете также написать в комментариях. Но, по-моему, я уже открывал такие люки, и там было просто свободное место. И выше еще один лючок. За ним, возможно, тоже, но мне кажется, здесь еще может быть доступ к батарейкам. У нас здесь две батареи, смарт-батареи, это литиевые батареи, классно долго держат там заряд, дольше эффективнее служат и по 150 ампер-час. Кстати, вот они стоят передо мной на стенде, можно их вот увидеть, так сказать, не внутри автодома. Hummer MLT 570 мы с вами сегодня посмотрели. Напоминаю, мы находимся в Дюссельдорфе на выставке. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски из Дюссельдорфа. У нас много для вас впереди всего интересного. И также давайте обсудим конкретно эту модель. Как вы считаете, для кого она подходит, насколько вообще нужна в России и интересна ли она именно вам. Меня зовут Антон. До новых встреч. Пока.